Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала. Те, кто, быть может, совершенно случайно открыли это видео и оказались на канале Таро Немо. Таро расклад «Как решится ваша проблема» и чем завершится задуманное в ближайшее время. Вот давайте с вами узнаем, чем же в конце концов дело это кончится, о котором вы сейчас либо думаете, либо вам это покоя не дает. И в нашем видео что это будет? Это те затянувшиеся вопросы, которые напоминают лабиринт. Возможно, усталости вашей и неопределенности, опять же, по какой-то теме. Может быть, был мелкий вопрос, а уже оброс до такой степени, что уже вырисовывается проблема. Или, может быть, и как бы не оброс, будем говорить, какими-то дополнениями, а сам по себе период затянутости, когда вы думали решить что-то намного проще, и вот теперь получается так. Куда же я иду? Что мне делать? А вообще, в принципе, открыли это видео, чтобы узнать, есть ли предпосылки к тому, чтобы этот вопрос решился. Вот давайте мы узнаем. Наше видео, конечно, подойдет и для мужчин, и для моих любимых девочек, неважно какой возраст. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, ну и здравого смысла, всегда об этом говорю. И вначале все-таки мы достанем несколько карт как сигнификацию. Ну вот я уже достаточно хорошо перемешала колоду. Итак, кто вы? Что о вас расскажут карты? Пусть это будет как преамбулу перед тем, как нам раскроют какую-то проблему карты. Влюбленные? По сути дела, карта выбора, но у кого-то это выбор будет касаться именно жизни личной. Что о вас еще скажут? Больше делают акцент на личной жизни, мои дорогие. Или пусть это не касается личной жизни, да, все же двойка чаш, да, это карта любви, безусловно, карта взаимопонимания. Но иногда такие метаморфозы бывают среди людей, которые занимаются общим делом или имеют, ну даже, предположим, общий бизнес, партнеры, да, или ситуация по работе. Правда, может быть и по работе, хоть король Пентаклей больше символизирует, ну, король, да, для моих любимых девочек, это конкретно мужчина, может быть, но это не обязательно, что это будет мужчина. Для мужчин тут будет обратная ситуация, хотя я допускаю, что это вы сейчас, возможно, определяетесь по какому-то вопросу в отношении конкретного человека. Но я точно так же могу допустить, что если вы думаете сейчас о женщине, девушке, то вы понимаете, что ваша девушка, она достаточно ресурсна. Все-таки король Пентакли – это ресурсный человек. По сути, это реалист. Может быть, у кого-то совпадает, это тот человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Или имеет там асцендент, кстати. Это тот человек, который очень, ну, так реалистично смотрит на жизнь. Его просто какими-то обещаниями нет, его так не возьмешь, потому что либо человек уже прошел какую-то школу жизни, скажем так, и, ну, не хочет он ошибаться, не хочет он, ну, где-то вот эту иллюзию, да, пелену иллюзий рассматривать, даже, может быть, что-то вдохновляет. Вот, кстати, это тоже касается девочек, что о вас. Какая-то пелена спадает, вот это точно. Может быть, в отношении конкретного человека, а может быть, мои дорогие, это вы сейчас становитесь в более мужских энергиях. Вот как женщину я больше тут вижу в мужских энергиях, но мужчины, мои дорогие, вы можете поставить или поставлены быть перед таким вопросом, а почему-то что-то не срабатывает, что-то идет в затяжку. Для вас, мои дорогие девочки, именно вот то, что, как мы говорим, затянувшийся вопрос, какая-то ситуация, которая похожа либо на путаницу, или, знаете, как липкая паутина. Вот прилипла, и непонятно, что с этим делать. Тогда вы уже сами видите, что без рационализма не обойтись. Вот давайте узнаем еще, что, ну, вы все-таки, вот смотрите, если первая карта у нас была влюбленная, мы говорим, да, это, конечно, и личная жизнь, это взаимоотношения в паре, но эта карта всегда о выборе. Причем старший аркан. Старший аркан – это не все нам подвластно. Вот когда более младшие арканы, то это в наших руках. Вот что сейчас в ваших руках? Аркан повешенный тут тоже ведь старший аркан. Вроде как есть желание. Нам карты говорят о вас в любом случае. Неважно, кто смотрит, человек реалист,
тот, кто умеет, ну так вот трезво оценить обстановку. И точно не хочется замечтаться. Но тем не менее есть надежда, что... Есть, стало быть, надежда, есть предпосылки, что именно ваша проблема, она может решиться. Вот именно в этой карте, обратите внимание, девушка на перроне молится, читает молитву. Она как будто не замечает того, что происходит вокруг нее. Вот этот колючий, может быть, снег, который ей буквально сыпет в лицо, и сильный порывистый ветер. Холодно. Она этого не видит, потому что то, что она задумала, это превыше каких-то внешних событий. И, конечно, по пятерке пентаклей вроде как тут тоже присутствует какой-то выбор. И вот у кого-то из вас корень как бы вопроса или лабиринт создался, проблема создалась. Первое. Не получилось договориться, не получилось как-то, может быть, сказать и правильно понять друг друга. Ну, возможно, точно так же тема финансов. Вот как будто в одном котле все оказалось замешано, вот и получается по повешенному какая-то история, когда вроде бы и контакта как такового, может быть, нет. Или даже если он есть, вы допускаете, что в любой момент может пойти что-то не так. Или вы допускаете, опять же, иллюзии нет. Вы допускаете, что человек, ну, как будто свернуть может. Не случайно вот эти два старших аркана будут где-то нам говорить, что не все в вашей власти. Для кого-то из вас по аркану повешенной это будет долгая история, которая была связана с документами. Возможно, уже к этому документу или к этому вопросу вы когда-то подходили, пытались его решить. Но, видимо, ВОЗ и ныне там, это точно. Или у вас сейчас такой период, когда жизнь вас, ну, где-то... А вот очень, кстати, символично, потому что вот когда я делаю расклад, у нас ретро-Плутон, и мы в ожидании ретро-Меркурия еще вдобавок. Вот именно такое время. А для тех, кто позже открыл видео, ну, значит, где-то по энергиям у вас совпадает ваш вопрос. Поэтому, ну, вот если мы говорим о летнем периоде, как сейчас, ретро-Плутон нам говорит, что ты только в начале июня как концентрируешь этот вопрос. Но представьте, что это вы как, ну, какую-то эссенцию, экстракт получаете из кучи каких-то проблем или ситуаций, когда вы можете свести все к одному знаменателю, чего было много или чего, наоборот, не хватало, в чем же корень зла или корень проблемы. А потом в течение лета до середины осени мы будем это решать. Но это мы берем так. Сейчас мы будем с вами узнавать. То есть нам карты обрисовали, что и межличностные, скорее всего, именно межличностные, да, перекладывайте на себя. Либо это любовь, либо это партнерские отношения. Однозначно. Это присутствует. Выбор. Но и, может быть, это зависимость денежная, мои дорогие. Вот этого я тоже не исключаю. Ну, давайте еще несколько карт. Что еще пояснят карты? Четверка свечей. А ведь знаете, у кого-то была семья, у кого-то был, ну, может быть, общий дом. Или у вас сейчас решается вопрос именно по поводу жилья. Или вы получили, или, кстати, вы скоро получите либо документ, либо какое-то известие. Я не могу сказать, что вас это известие прям вдохновит, мои дорогие. Или вы действительно его уже получили. Или вы понимаете, что это одна только ступень. А когда я пойду дальше, на второй, на третьей ступени, здесь может что-то меняться. Но давайте посмотрим. Двойка пентаклей. Вы знаете, вы тут можете находиться в такой ситуации или вот-вот окажетесь, когда у вас, правда, выбор. Вот опять же двойка пентаклей. Когда выбор без выбора. Нам придется, вот как девушка, эти два чемодана тянет. Да, неудобно. Не брошу. Не могу по-другому. Приходится какое-то время тянуть оба. Очень такая говорящая колода и карта восьмерка перьев. Тут некогда пребывать, хотя вот, да, по восьмерке тут нам показывают человека, как будто он связан, да, это вот кажется, что кто-то связал по рукам и ногам. Не могу решить вопрос. Мы раскроем, почему это происходит. Но вот если то, что сейчас, да, может быть, вас и измучила эта ситуация, попробуй два чемодана тянуть, ну, не очень, не то, что комфортно, а может быть и тяжело, но как будто другого выбора пока нет.
Вот давайте, если это у вас откликается, несколько поподробнее раскроем, потому что я тут вижу, что явно какая-то бумага известия у вас будет. Но это не то, что, знаете, мы все хотим, правда, чтобы у нас проснулись мы и не было этой проблемы, чтобы она вот как пришла, чтобы она исчезла куда-нибудь. Но будем реалистами, этого же не происходит. Но давайте вот одну карту. Это не очень правильно, но я любопытная. А вообще тенденции на решение именно вашего вопроса в ближайшее время, может быть, в ближайшие дни. Каковы они? Но любой выбор – это да и нет. Это две стороны, направо и налево. И если мы идем налево, направо, точно мы не идем. Ну или наоборот. Я надеюсь, все правильно понимают. Это карта трансформации. Вот, мои дорогие, еще один старший аркан. Вы не случайно оказались перед этим выбором. И здесь все это завершится. Вы знаете, в любом случае. То есть это не будет длиться вечно. Этот вопрос может быть не на 100%, как вы это предполагаете. Все-таки я такое допускаю. Так карты ложатся. Ну, кому-то и не подойдет, опять же, будем реалистами. Но вот это ожидание долгое, если для кого-то оно уже вас буквально измучило, оно подходит к концу. Вот давайте теперь, если это откликается, так, по честности, по правде, что выпало, то выпало. Может быть, кстати, знаете, как в одной из поговорок, хочется уничтожить это, лишь бы оно тебя не мучило. Даже если это то, ну, как бы, или является тем, что когда-то приносило радость, или когда-то вдохновляло. Именно потому, чтобы оно тебя больше не мучило. Так что же это такое? Что за затянувшийся вопрос у вас? Как карты видят вашу проблему? Выпадает король чаш. И у кого-то сложилась проблема именно из-за любовных вопросов, из-за личных вопросов. Возможно, знаете, потому что вы к кому-то слишком хорошо относились, вы позволили себе на что-то закрыть глаза. Вы не увидели прагматизм в каком-то человеке, вы могли не увидеть заинтересованность в вас именно в плане денег. Все-таки я это подтверждаю. И вот эта заинтересованность, она никуда не ушла, мои дорогие. Вот в чем затянувшаяся история. Тут может быть отношение как чемодан без ручки, да, вот говорят. Вроде, ну или как у нас в Беларуси говорят, жалко кинуть, гадко съесть. То есть бросить мы не можем, а съесть уже не можем тоже, не лезет, будем говорить, да. Я надеюсь, все правильно понимают мой сленг. И отказаться-то ведь никак. Король кубков, с одной стороны, мы говорим о том человеке, который умеет правильно все-таки настроить или рассредоточить в нужный момент и в нужное время эмоции и финансовые вопросы. Вот это единственная карта в колоде. Поэтому неважно, как вы относитесь к какому-то человеку, но человек действительно умеет. Он умеет сыграть нужную песню на струнах души. Это реально, это единственная карта в колоде. Причем ровно ту мелодию, которую он предполагает, и у него всегда получается. И он умеет посчитать деньги. Он умеет создать какой-то ореол чувственный, в то время, когда ему ничто не мешает мыслить достаточно хладнокровно в отношении денег. Вот именно, может быть, ваша зацепка, пусть это не деньги конкретно. Материализм присутствует по этой карте. То есть всегда две энергии. Чувства и деньги. Материализм. Пусть это документ. Пусть это не сами по себе вот буквально деньги. Ну, финансы, да? Значит, это какие-то документы, возможно. Так вот, пока мы предаемся чувствам, человек все четко просчитывает. И дважды я это подтверждаю. Может быть, я бы не останавливалась так подробно, но у вас две материальные карты. Причем те, которые одни из лучших. Человек вас видит, очень ресурсного человека. Поэтому вы сами по себе обладаете такими талантами. И, может быть, вы себя не знаете как должно, вот, мои дорогие. Ведь, по сути дела, затянувшийся вопрос какой-то или проблему, как карты видят, проблема вас. И не потому, что вы плохие, а потому, что вы слишком хороши. Как карты видят проблему.
Вы живете возвышенным, мои дорогие. Карта звезд. Может быть, вы очень творческий. Очень, я имею в виду, тот человек, который, ну, это правда, люди, которые имеют тонкую душевную организацию, страдают больше, ну, тех, которые летают пониже, будем говорить. Почему? Потому что, ну, часто это творчество или часто это, знаете, абсолютная вера в добро, благородство, в порядочность, да? Особенно благородство, что это? По-моему, это уже забыто, причем так хорошо забыто. Но на самом деле это неосязаемо. Ваша доброта, мои дорогие. Ведь, по сути дела, что такое благородство, что такое доброта? Это бесплатно. И в то же время это так дорого, ни за какие деньги не купишь. Вы кому-то были чересчур добры. Более того, вы, может быть, так обстоятельства у вас складывались самые разные. Или, может быть, правда, человек творческих профессий уходит с головой в свою работу, и вы не живете жизнью материальной. Или вы где-то возвращаетесь к ней, но лишь на время, для самого как будто необходимого. И вот нам показывают тех людей, скорее всего, в чем проблема. Вот вас как будто как экзамен жизни. Столкнулась ситуация именно с тем человеком, который умеет, знает вас, во-первых, очень хорошо. Где-то он вас считывает. Может быть, это как ваш типаж. И пусть даже вопрос касается, опять же, документов. Но вот, знаете, элемент, не в обиду вам будет сказано, наивности. Человек тоже с вас считывает. Что, ну так, может быть, грубо я скажу, запудрить мозги вам можно, мои дорогие. Ну вот у кого это откликается? Если с этой точки не откликается, точно не ваше видео. Это факт. Потому что вот тут вы попадаетесь на какую-то уловку. Вы попадаетесь на какой-то такой очень тонкий нюанс, когда вам кажется, вы даже счастливы, понимаете, вы можете быть счастливы от того, что вам что-то пообещают, и, в принципе, без конкретных сроков. Конкретные сроки, скорее всего, вот карты и говорят, они у вас возникают тогда, когда вы преодолеваете какие-то проблемы в одиночку. Вот с этого начинаются конкретные сроки. А до этого сроков вы не видите. В чем еще эта проблема? И причем по аркану звезды, тут, скорее всего, это было в вашей жизни и не раз. Вот смотрите, у вас выпадают самые лучшие карты. Вас человек, знаете, как может считывать? Ну, как будто вы благословлены высшими силами, помощью высших сил. Как будто хочется сказать, что вас при рождении словно Бог поцеловал, ей-богу. Ну вот почему-то мне идет такая информация. И вы можете сказать, да ну о чем ты? Но я говорю о том, как видят вас люди. Вас люди чувствуют ту силу, в которую вы даже о ней не задумываетесь. Вы даже не предполагаете об этом. Или вы отмахиваетесь и говорите, да, ну это вообще что-то из области фантастики. И тем не менее, человек в вас видит именно того или ту персону, с которой хоть в мороз, в стужу, хоть в огонь и в какое-то пекло буквально, хоть ну, в самую непредсказуемую ситуацию, опасную, вот если с вами пойти, то вы обязательно, вы можете рисковать собой. Вы в тот момент о себе даже думать не будете. Вы будете думать о близких, о любимых, о родных. Или, опять же, благородная натура, поэтому вам будет важнее то, что рядом с вами чувствуют. Вы всегда позаботитесь о том, чтобы рядом с вами было всем хорошо. В итоге давайте вот как раз и подведем к какому-то знаменателю, почему сложилась ситуация. Вы не занимались именно тем, как будто, да, а именно жили жизнью каких-то иных людей или конкретного человека. А ситуация, когда буквально, вот если переложить на наш язык, да, земной, вы, возможно, какой-то период, может быть, до этого были финансово очень ресурсные. Но это, знаете, как не имело каких-то границ. Может быть, вы буквально
где-то не считали. Кто-то мог, ну, особенно если, опять же, творчество, да, вы могли получить сразу как за гонорар какой-то, да, или, точнее, за проделанную работу гонорар, и это была более крупная сумма денег. Потом, может быть, были и поменьше, да, но вот то, что вы воспринимали какие-то сложности, вот когда денежек поменьше, для кого-то бы это была катастрофа. А вот ваша-то сила, мои дорогие, именно в том, что вы никогда не теряете самообладание. Во-первых, вы вот чувствуете свою ресурсность, я все равно что-то придумаю, я все равно заработаю. Так и люди-то ведь это знают. Почему мы говорим о высших силах? Люди, вот именно какой-то конкретный человек, видят вас не только вашу ресурсность, способность, умение обустроить свою жизнь или буквально не пропасть финансово, но здесь как будто видят еще и наблюдают за вами, мои дорогие. Наблюдают, как вы преодолеваете эти сложности. Более того, вами восхищаются, что у вас получается что-то преодолевать, поэтому, может быть, еще и думают, что вы как благословлены на небесах при рождении. И у вас всегда будет что-то, а у людей, у человека не будет этого никогда. Поэтому для вас, наверное, основной экзамен жизни состоит в том, вокруг вас всегда будут те, которые захотят присоседиться, мои дорогие. И неважно, кто это. Близкие, любимые люди. Или это те, которые, ну пусть не кровное родство, а те, которые становятся нам близкими. Или пусть это ситуация по работе, вот там еще быстрее видят вашу ресурсность. Даже не сомневайтесь. И мне хочется спросить, получите ли вы то, что заслужили? Восторжествует ли это правда? В конечном итоге. Мы не берем сейчас срок. Мы в целом вот для вас восторжествует правда? Получите ли вы то? По семерке свечей, как будто если мы берем одну карту. Ты получишь это только в одном случае, если ты научишься обороняться. Получите ли вы то, что вы заслужили? Ну да, как будто вот смотрите. Двойка чаш. У нас по сигнификации эта карта была. Получите ли вы то, что заслужили? В вашей жизни будет обязательно какой-то один человек, какая-то одна персона, которая сыграет важную роль в вашей жизни. Важную роль, когда, может быть, это будет вам как уроком или учителем такой человек. Когда, ну, проходя вот эту школу, да, жизни, мы говорим, когда у вас будет обязательно тот момент или день, или тот период, когда вы поймете вот вашу собственную ресурсность. Понимаете, тут не получается у нас вот так вот, чтобы взяли и решились все вопросы, да, все то, что я сказала. Потому что пока вы какие-то выводы должны сделать. И мы все разные, кто смотрит этот расклад. У кого-то из вас это вот многозадачность всегда, как я говорю по этой карте. А нам говорит, карты силы не равны. Если ты тут, ну, буквально на всех будешь откликаться, ты потеряешь сам себя. И вот последняя карта, которая отшельник, она говорит все то, что я долгое время вам даже говорила по сигнификации и по первому варианту. Вам как будто для того, чтобы получить, да, то, что вы заслужили, какое-то время нужно превратиться в отшельника. Вам нужно восстановиться, мои дорогие. Не получится, видимо, вот учитель, да, ведь это тоже отшельник, где-то философ. Вам нужно посмотреть очень мудро, минуя эмоции. Это более рациональный, как ни говори, да, все-таки по отшельнику отношение к чему-то. Отшельник – это, по сути дела, дервиш. Может быть, кому-то из вас, чтобы выровнять буквально финансовую ситуацию, какое-то время все же по этой карте иногда нам приходится экономить. Но это сделать легко, мои дорогие. Вот по отшельнику это сделать легко. Мы можем даже, знаете, почему легко сэкономить? Потому что порой нам чего-то хочется приобрести, купить, порадовать себя, порадовать еще у кого-то. Вот когда работает именно энергия отшельника, нам этого не хочется. Почему? Есть идея. Идея, она настолько сильна,
что она подавляет вот эти вопросы материализма. Значит, у кого-то это может быть мечта, а для кого-то тут буквально все-таки, знаете, как желание оказаться в нужном месте. И я не исключаю, что у кого-то иногда по отшельнику планируемый переезд, который, ну, не совсем в короткий срок, а куда-то очень далеко. Но это тоже как цель, это тоже как мечта. Отшельник, ну, это он здесь изображен, на скамейке сидит. Если мы берем классическую колоду, это, знаете, как мудрец с фонарем, который придет очень медленно, но он идет. Поэтому у кого-то из вас то желание, которое с учетом тем более карты звезда, оно быстро не исполнится. Но вот как будто самому нужно до него дойти. Так в конечном итоге что это будет? Вот, наверное, да, не случайно так выпали карты. Вот у вас такова дорога к солнцу. Поэтому давайте, если вот немножко повторим этот ряд, как будто солнце без отшельника. Ну, никак, да? И я начала с того, что семерка свечей, мы себя не должны пустить в тираж. Силы не равны, имеется в виду, что вы себя как до ручки или до точки довели. Ну, понимаете, как знаете, то есть вы уже дошли до предела, понимаете? Может быть, поэтому вы смотрите расклады Таро. А расклады Таро, почему мы смотрим? Да потому что, знаете, когда мы слушаем расклад, смотрим на карты, мы вот эти конструкции выхолощенного нашего сознания мы несколько отключаем. Мы как в альфа-режим вводим наш мозг, когда именно интуиция, интеллект работает. Мы пытаемся найти какой-то альтернативный вариант, чтобы выйти из создавшегося положения, вот из этого самого лабиринта. И я так думаю, что, видимо, для вас это такая первая ступень, может быть, вам самим. Очень сложно кому-то сказать «нет». Очень сложно себя перестроить, а тут перестроить придется. И я вам должна сказать, подшельнику вам никто не мешает. Ваша основная задача – не помешать самим себе. Вот как-то так. Ладно, давайте мы спросим, какие действия могут ускорить решение вашего вопроса. Какие действия от вас могут ускорить решение вопроса? Но тут нам карта бездействия. С чем это связано? Еще одна карта Луна бездействия. Единственное нам, что говорят, слушай свою интуицию. Ну и понимай, по этой карте я всегда коротко вот так и скажу. Над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Не путать. Ого, у нас тут императрица выпадает. Но императрица, опять же, это статусная карта. Это та, которая надеется на себя. И все, что я говорила, вы более чем ресурсный человек. И если мы даже спросили, какие действия могут ускорить решение. Самое правильное действие – это будет себя не гнать в угол. Потому что по пятерке чаш мы подзастряли именно эмоционально. А по аркану Луна слушаем интуицию, безусловно. Будьте готовы к тому, что вам придется договариваться. Вам придется договариваться со сложными людьми. Более того, мои дорогие, для кого-то из вас, возможно, придется совершить какую-то поездку. И я допускаю, что вам даже не хочется в эту поездку. Или вам не хочется, пусть это будет что-то короткое. Для кого-то из вас конкретная местность, когда вы чувствуете себя не в безопасности. По сути дела, я могу сказать, что аркан Луна может свидетельствовать о том, и как бы вам давать, да, такой совет: избегайте толпы. Как меня несет толпа, да, вот есть такая фраза, это всегда, ну, так небезопасно, будем говорить, это может только касаться, что, да, что хочу, то и делаю в толпе, поверьте, нет. И если вы оказываетесь в толпе, вам как будто свернуть в другую сторону. Более того, если вы уже в ней оказались, вот я должна это сказать, потому что здесь может быть такая ситуация, ситуация паники, или ситуация, я знаю, что меня смотрят люди из разных стран. Или когда происходит нечто неожиданное, то, что вы вообще не предполагали. Самое главное, стойте на ногах. Это касается где-то и толпы. Как будто если мы даже, ну вот упали на колени
Первая задача наша — подняться, причем отталкиваясь не от кистей рук, но это я вам так, уже конкретный совет, а именно опираясь на колени, мои дорогие. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки, хотя я не исключаю ситуация, которая связана и для мужчин, может быть, с вашей любимой женщиной. Тогда императрица и аркан Луна может свидетельствовать даже о том, что женщина ждет ребенка. Но я не исключаю, может быть, известие о беременности. Или это для вас, мои дорогие девочки? И что с этим делать? Вот как ни странно. А для мужчин может быть желание как таковое. И если мы спросили, какие действия могут ускорить решение. И если это касается действительно ожидания ребенка, у кого-то может проиграться как серьезный разговор, который, тем не менее, может быть, заставит, я это не исключаю, поднять очень важные вопросы и словно с чистого листа жизнь начать, мои дорогие. Или вынести на поверхность какие-то, к примеру, финансовые дела, темы, когда тоже придется, как-то проговорить откровенно. Но максимально откровенно — это ваш адрес, чтобы поступило больше информации. И при этом будьте внимательны, о себе много не рассказать. По тузу свечей тут, правда, будет получение какого-то документа или будет какая-то новость, которая будет для вас означать, как неожиданный шанс, неожиданная возможность. Давайте продолжим. Какие действия могут ускорить решение? Скорее всего, вы узнаете что-то либо касаемое денег, либо касаемое, но все-таки тут я больше вижу, это будет связано либо с домом, с вашим благополучием, с финансами. Здесь вам как какая-то ситуация, которая у вас вполне вероятно совсем скоро повторится. Или вы можете опять же оказаться в какой-то истории, и вы можете даже так сказать или подумать, но это как какой-то дежавю, и я вроде как, пусть с другими людьми, пусть в другой период жизни, но мне это напоминает то, что я уже вот именно в чем-то подобном был или была. Что же может ускорить? Вы знаете, вот все карты, которые я достаю, вот смотрите, карта эмоций, опять же выпадает двойка пентаклей, остается все-таки, да, это задвоенность. Но как будто ты тут не совсем ты можешь ускорить. Но все же, что в вашей власти? Давайте вот конкретно спросим. Ничего себе, весь мир. Тогда приготовьтесь, мои дорогие. У вас действительно скоро будет ситуация, когда вы узнаете какую-то новость, и эта новость будет, скорее всего, очень приятная. Тут у каждого со своим с чем-то будет связано. Я не исключаю, что это может быть даже какая-то новость, как общая обстановка, да, в средствах массовой информации вы что-то слышите, но я вижу в этом больше такую позитивную, да, причем это не приходит очень быстро. Будет предшествовать, как я говорила, одна информация, потом вам может даже показаться, что какая-то пауза наступила, но следом идет такое постепенное выравнивание того вопроса, который вы именно сейчас задумали. И это у кого-то будет связано с важной встречей. Важной беседой. С чем это еще связано? И с каким-то новым предложением. Будьте готовы к тому, что, в принципе, некогда будет скучать, потому что много новостей будет. Поэтому приготовьтесь, мои дорогие, в ближайшее время вам не просто сам по себе выбор какой-то сложный, а вы еще столкнетесь с какой-то путаницей. Только я не могу понять. Причем так, то, знаете, вы можете столкнуться с людьми, у которых, допустим, как у человека, настроение тоже, как майский ветер, меняется. Сегодня так, а завтра эдак. Или утром было одно, а к вечеру уже другое. Как это может вам, продвинуть, да? Какие действия ускорят ваше движение? Тут ведь особых действий-то ведь нет. А ведь и правда вам договариваться придется. Четверка свечей — это всегда карта якоря. Вам как будто заякориться придется, будем говорить так.
Но это так условно, да, хочу повернуть свечку, горит. Вам вот ваши действия, тут вы что-то не можете вот резко исправить. Опять же, старшие арканы. Мало того, что аркан повешенный, так аркан Луна. Тут что-то сохранять вам придется. Именно это действие поможет вам ускорить решение какой-то темы. Возможно, будьте готовы, если я говорила, придется куда-то поехать, переместиться. Может быть, не резко, да? Вот не как с низкого старта и понеслись мы уже. Нет, тут как-то будет все очень продумано. Тут будет, знаете, как в свой срок, хочется сказать. Потому что вот мир, да, все стремится к миру, и в целом я искренне надеюсь, что наступит, правда, в ближайшие месяцы мир на Земле, потому как даже астрологически очень много тенденций до конца года. Да, я не могу сказать, что это все очень быстро решится, потому что у нас тут и положение Сатурна, положение Плутона, да. Хирон входит в знак зодиака Телец вот совсем скоро. И это всегда символ священной раны, то есть это все равно оно должно выровняться. И Телец у нас отвечает и за территорию, будем говорить. Но я немножко провожу аналогии, я знаю, что многие из вас интересуются астрологией. Поэтому где-то это будет совпадать. И Телец – это у нас благополучие, это дом, семья, уют, ну и финансы, безусловно, все то, что по Венере. Тут не что-то одно, а вам как соединяться несколько вопросов, будьте к этому готовы. Само пространство вас ведет как якорю к этому, да? К празднику после победы, мои дорогие. Ну, давайте тогда спросим следующий вопрос. Зависшая ситуация. Договариваться придется, это точно. Причем договариваться не так, как, может быть, прежде. Абы всем было хорошо, ну, а я там как-нибудь. Нет, у нас императрица выпадает. Более того, мы не забываем. Да, до императрицы у нас была звезда, аркан отшельника и аркан солнца. Ваш выход на авансцену, но это не тогда, когда всем хорошо, а вам как-нибудь. Это где-то работа над собой, когда перед тем, как вы на что-то соглашаетесь, вам нужно задать себе вопрос, а я себя не обидел? Я себя не обидела, особенно мои дорогие любимые девочки. По аркану Луна слушайте интуицию. У вас сейчас вот интуиция – это ваш помощник. Зависшая ситуация. Когда наступит развязка по вашему вопросу? Семерка чаш. Как будто карта говорит, карта иллюзорного успеха, ты вообще пока не ставь каких-то временных рамок. Мы, конечно, можем сказать 7, да, 7 дней, 7 недель, 7 месяцев, но я бы так не говорила. Давайте пойдем дальше. Когда наступит развязка? Десятка чаш. Когда наступит развязка? Мы приходим снова к четверке, и у нас получается следующая конфигурация. Скорее всего, это будет, ну, не скоро, мои дорогие. Я могу, ну, пожалуй, вот именно так. Если мы обозначим даже, да, вот как 7, 10 и 4. 4 мы берем как якорь, да, то есть это когда стабилизируется какая-то обстановка. Возможно, так нам говорят. По семерке чаш я не исключаю. У нас карты нам рассказывали много новостей. И я тогда скажу все же, что в течение недели вы получите какое-то известие. Более того, у вас получится как, ну не получится, а придет к вам какая-то возможность. Будьте внимательны. Это будет что-то приятное. И вам покажется, ну вот как будто крылья за спиной. И именно с этого момента вам карты говорят, а вот теперь будь внимательна. А вот теперь будь осторожна. Потому что у тебя с этого момента начинается, наверное, важный путь по самосохранению. И что-то у тебя, я не могу даже сказать, все-таки я вижу по этой карте десятка чаш, шикарная карта. Это и решение, по сути дела, всех вопросов. Решение, будем говорить, как по любви, так и по финансам, так и по дому. Ведь эта карта включает в себя благополучие, по сути дела. Поэтому для кого-то из вас окончательно разрешится, к примеру, вопрос в феврале, в марте 27 года. Но если я беру чисто от того момента, когда я создаю это видео,
Где-то ведь нам карта тоже Солнце подсказала. И мы говорим, карта Солнца – это выбор правильного направления. Вы часто слышите, кто смотрит мои расклады постоянно, 6-8 месяцев. Поэтому, ну, наверное, как бы мы ни хотели, ваша история, то есть у вас будет что-то доброе, хорошее. Но это, знаете, как вам придется укреплять, отстраивать. И нам где-то и карта отшельника, и императрицы действовать по-своему, действовать в других энергиях. Где-то быть, мои дорогие, жадиной в течение длительного времени. Вот и настройтесь на как минимум 6-8 месяцев вот на такую энергию. Для кого-то из вас это будет еще, я сказала, неделю, да? Приятная новость. Тогда приготовьтесь, что где-то через месяц, ну, с чего началось, с тем и заканчивается, где-то через месяц у вас может быть дополнительные какие-то события в вашей жизни, которые будут связаны либо у кого-то с обучением, у кого-то будут с подготовкой документов. Возможно, это будет и связано тоже с детьми. Но тут я больше вижу, что вы ориентировочно месяц, может быть, там плюс-минус, да? Ну, или, как я говорила, 7 недель. Эти два периода могут совпадать. То есть сначала 7, допустим, дней, да, ну или 7 недель, больше вижу дней. И, может быть, сначала даже вот неделя, а дальше у вас идет до месяца, да, период, когда вы постепенно, у вас как очертания какого-то вопроса будут. Очертания, я имею в виду, больше конкретики вы узнаете. Вот к этому приготовьтесь. Да, это не решение. Вы удивитесь, что ваша тема обрастет новыми какими-то фактами или какими-то, может быть, нюансами, которые вам предстоит решить. Потому что, как вы видите сейчас, то вы как будто многого не видите, не знаете. Ну и мы с вами говорили, тут есть тот элемент, когда вы, может быть, позволили себе некоторых нюансов не замечать. И вот вы сейчас будете постепенно смотреть на мир, на знакомых людей другими глазами. И стало быть, ваше отношение к этому будет меняться. И если мы говорим четверка пентаклей, на самосохранение, вот все энергии будут направлены. И перед вами, ну, наверное, как пространство, Вселенная, будут разворачиваться такие события, которые для вас будут в плюс. Будьте внимательны, предстоящие как и неделю, так и месяц, потому что для вас будет очень важно что-то не упустить. Не упустить дважды. Почему? Если мы говорили 6-8 месяцев, все-таки я вижу, с учетом десятки, правда, если вот кто смотрит с момента выхода этого видео, да, я могу сказать так, что-то перемещается на 2027 год. Но к концу года, то есть если мы берем период полгода, у вас за вот последующие полгода, ну, к примеру, если открыли позже, просто отсчитайте приблизительное количество месяцев. Если у нас сейчас с вами середина июня, как минимум до середины декабря, вы будете конкретным человеком, с конкретной темой. Вот тот именно вопрос, который вам сейчас покоя не дает, мои дорогие. Вот это самый важный ответ нашего расклада. Хотите вы того или нет? Но вы будете постепенно, ну, как еще взаимодействовать с данным человеком? Вы быстро тут что-то не решится. Это ваш путь к Солнцу. И, видимо, это так, как вот прописано в вашей книге судьбы. Мы от этого не уйдем. То есть полгода, мы говорим, да, середина декабря. И на последующий период, ну, как минимум, первые месяцы 2027, если мы просто даже так берем, да. И вот это придет к какому-то знаменателю, к знаменателю. Мы не говорим, что вопрос решится, но тем не менее, вот давайте мы и спросим, а как он решится, ваш вопрос? Вот совершенно неожиданно. Сколько раз делаю расклады, каждый раз понимаю, что вот я себя где-то ж настраиваю, правда, или думаю, ну вот что мне скажут карты. Вы поверите, мои дорогие, ни разу из того, что я думала, мне карты не показали. Они каждый раз своей жизнью живут. Итак, так как же, чем же-то, вот какой же вы
итог подведете-то, вот решится ли ваша тема. А вот и правда кто-то куда-то уедет, может быть и так. Решится ваш вопрос. Вот она, 5 пентаклей. Вполне вероятно, для кого-то из вас еще на начало 2027 возникнут какие-то новые факторы, мои дорогие. Вы знаете, а у кого-то из вас планы поменяются. Вот вы сейчас думаете, что мне это нужно. Для меня это вот просто как воздух. А приготовьтесь тогда к тому, что у вас такая метаморфоза может в жизни произойти, что вы скажете «нет» и «не надо». Вот правда даже так. Вы примете то, что это в вашей жизни была какой-то период путаницы. Вы знаете, вы просто себе скажете, что я прошел или прошла какой-то экзамен жизни. Хорошо, а если мы по временным рамкам? 2027 начало. Вот это, знаете, как одна из лучших карт в колоде, потому что карта Евы 22-й, старший аркан, который говорит о мудрости и о том, что вы как будто можете все предвидеть. И карта Иерофант. А тут вам вообще что-то по судьбе. Дважды мудрость. Вот, может быть, поэтому я говорила, Бог вас бережет, это правда. Вам как какая-то миссия приготовлена. Поэтому и правда, то, что вам сейчас кажется, и вот он 13-й аркан, у вас что-то завершится, разберется окончательно. И это будет где-то с заходом на 27-й. И это так по судьбе, мы не можем это отменить. 3 старших аркана. То, что вам сегодня хочется решить, или то, что вам кажется, может быть, мои дорогие, что это можно решить быстро, тогда приготовьтесь. Нет, тут какие-то есть нюансы, которых либо вы не видите раз, либо они зависят от людей 2, и плюс еще они зависят от внешней обстановки 3. И тут как бы ты не хотел вот так вот быстро что-то переломить или видоизменить, тут не получается. Да, у вас получится частично, я говорила, да, ждите 7 дней, уже хорошая новость, что-то вас будет, безусловно, радовать, как окрылять, но это короткий период. Далее месяц мы берем, когда вам придется заниматься бумагами, деньгами, какими-то новыми вопросами, открывшимися, может быть, сведениями какими-то. И это больше поступательное движение. Вот как раз в течение месяца, если вы сейчас беспокоитесь, в течение месяца у вас будет больше здорового прагматизма. Вообще никаких эмоций. Вот приготовьтесь к этому. И вы настолько, может быть, превратитесь в рационального человека, когда как минимум до конца года вы будете через другую призму видеть все, что происходит вокруг, а самое главное видеть людей. И вот как только вы прочувствуете в себе эти энергии, будьте с этого момента очень внимательны к себе. Потому что с этого момента начинается своеобразный такой перелом или переходное состояние. Когда в нас, знаете, не трепещет ничто внутри. Когда мы действительно, если прежде вы жили, может быть, и чувствами, вы были, как совершенно в другой какой-то плоскости жизни, вы по-другому видели обстоятельства и отношения строили с людьми совершенно по-другому. Как только у вас просыпается именно этот рационализм, где-то хладнокровие, вы обязательно заметите в себе эту перемену. Потому что раньше бы вспыхнул, а тут меня вроде как и не трогает, и не дергает, или я смотрю на это как будто под другим углом. Вот именно с этого момента у вас начинается трансформация, мои дорогие. И тут отмерен именно тот срок, как мы говорили, 6-8 месяцев. Но, стало быть, неделя, мы говорим, когда же решится. Тут постепенно что-то будет решаться. Сама жизнь вас подводит к какому-то шикарному итогу, мои дорогие. И я не побоюсь, тут правда, что-то должно закончиться помимо вашей воли. Тема не совсем, может быть, не на 100%, как вы ее себе представляете, полностью принадлежит только вам. Тут будут участвовать и другие лица, и причем это могут быть совершенно новые какие-то, как новые оказии, возможности, да, но это могут еще и вообще другие какие-то третьи факторы появляться, прежде чем все это окончательно возможно, смешавшись даже в один какой-то узел, а вы-то на это будете смотреть уже другими глазами. Вам как будто даже
Почти участвовать в этом не придется. Принимать только какие-то хладнокровные решения. Будут происходить изменения в жизни людей вокруг вас, а вы будете отстраивать для себя наиболее удобный либо фарватер, либо что-то вы будете принимать, от чего-то будете отказываться. Вот такая у вас дорога к солнцу. Перекладывайте на себя, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые, искренние комментарии и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на телеграм-канал. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.